Это место рождения безумных идей, которые меняют мир, знаменитая Кремниевая долина. Если бы не было бы Гугла, Фейсбука, которые здесь выходили бы и инвестировали бы в стартапы, покупали бы стартапы или создавали бы площадку, вот этой всей целой экосистемы не было бы, наверное. Мы находимся в технологическом суперцикле, особенно с развитием искусственного интеллекта. Из нашего региона начали выходить первые юникорны. Вы двигались параллельно, как вот OpenAI, вы начали во всего вот этого мейнстрима, пока это стало хайпом, да? Да. Все те, кто инвесторы, которые зашли вот в таких моментах, они сделали очень большие деньги. Самая важная составляющая — это кто-то, чтобы вышел и разбогател на этом. Каково тебе работается в Tesla? Иногда думаешь, да, было бы классно здесь поработать, далее уйти в свой стартап и работать над своим продуктом. Сейчас вот пик, экосистема развивается, нужно заходить сейчас. Сколько возможностей, да? То есть место равняется возможности. Вот, Silk Road Innovation Hub, мы работаем в Кремниевой долине. Здесь ежедневно сталкиваются инновации и амбиции. Жизнь здесь дорогая, но она полна уникальных возможностей, которые привлекают стартаперов, исследователей, студентов и мечтателей со всего мира. Мы находимся в Пало-Альто, сердце Кремниевой долины. Здесь, среди залитых солнцем улиц, расположены штаб-квартиры таких гигантов, как Facebook, Tesla и, конечно, всемирно известный Стэнфордский университет. Удивительно, но при всем разнообразии местных жителей здесь очень мало знают о странах Центральной Азии. Вот наш регион, Центральная Евразия, это самый последний неизведанный, неисследованный рынок для венчурных инвесторов. А регион действительно перспективный, с очень талантливыми людьми. Над популяризацией региона трудится Silk Road Innovation Hub. Мы существуем больше 1,5 года, кучу вещей сделали. Уже в Кремниевой долине мы такое известное имя. У нас в хабе были кофаундер OpenAI Андрей Карпатый, здесь был там, президент компании Alphabet, это компания Google, материнская компания, Джон Хеннесси, Chief Scientist, главный ученый, который возглавляет проект Gemini Гугла. Сделали вот такую большую конференцию в центре Евразии Silicon Valley, который собрал 1300 человек. Из них там 160-150, наверное, венчурных инвесторов. 100 фаундеров из нашего региона, которые выступали, которые выставлялись на стартап Экспо. 300 фаундеров, которые участвовали в конференции, спикеры крутые на уровне Кремниевой долины, которые играют очень важную роль в экосистеме Кремниевой долины. Они были, они уже осведомлены о регионе. Мы уже свое место на карте поставили. То, что мы есть, ребята, и нас очень много. Мы заходим, готовьте свои чеки, наши стартапы скоро обратятся к вам за деньгами. Да? Мой стартап прошел акселерацию, и я отправился в США. Это был серьезный волнительный шаг. Жизнь вдали от семьи, в чужой стране, с бешеным графиком в условиях огромной конкуренции. И следующие 4 месяца буду жить здесь, всем рассказывать. Сейчас зайдем. Вот я и поднялся на свой этаж, у меня номер 509. И, как я понял, тут какой-то прикол. Типа у чувака есть 7 миллионов подписчиков. Так, ну, по классике делаю рум-тур. Да, я живу в общежитии при университете Дрейпер. Комната рассчитана максимум на 3 человек. Есть здесь стол, 2 места для работы. Я, скорее всего, буду спать на 2-м этаже. Ну, вот такой вот вид. Поэтому, да, все эти 4 месяца не будет люкс-условий. Будем, как говорится, привыкать к этой жизни студенческой. И я словно оказался в классическом американском фильме. Такси без водителя, рабочее место в центре Пало-Альто, в 10 минутах пешком от Стэнфордского университета. Офис, где начинала компания Robinhood, один из успешных единорогов в мире. И первый офис стартапа Pulse, который позже приобрел LinkedIn. Кстати, основатель Pulse стал создателем Notion, популярного инструмента для предпринимателей.
Такой вот дом для всех предпринимателей из Центральной Азии. Сейчас нахожусь в Пало-Альто. Хотел поделиться некоторыми мыслями и апдейтами. Есть плюсы того, что мы взяли в команду к себе еще одного адвайзера. Он очень топовый. Он, кстати, учится в MIT на AI. Вот. Далее, что касается инвесторов, тоже есть новость. На следующей неделе, буквально в понедельник, у меня встреча с одним немецким инвестором, прям с Германии. Случайно познакомились в самолете, я ему начал сразу питчить наш стартап. Вот, и, соответственно, будем встречаться у нас в офисе в понедельник. Посмотрим, что из этого выйдет. Что мы делаем со стартапом? Стартапом большая часть работы — это создание комьюнити, сообщества, чтобы они учились и помогали друг другу. За год это просто бешеный рост, поэтому слушайте их. Он, как это, Best Hidden Secret, он моему кофаундеру то же самое говорит, поэтому не все слышите, что я себе говорю. Так и есть. Кофаундер вообще злой. Да, Рахмет, если есть кому надо помочь, посоветуйте. Второй составляющей, которая есть программа акселерационная, которую мы делаем, чтобы дать возможность стартапам приехать в Кремниевую долину и попробовать сделать здесь что-то, построить глобальный стартап. Ивенты разные, которые проходят, питч-ивенты, которые наши стартапы могут представить свои проекты. Давайте немного ближе познакомимся со стартапами из нашего региона, которые создают будущее. Мы занимаемся видеоаналитикой на основе Large Vision моделей. По сути, мы создаем модели, которые видят мир один в один как человек и в то же время понимает контекст. Что это, по сути, дает? Ты можешь там получить доступ абсолютно на любую камеру, хоть и телефонные, хоть обычные камеры. На эти камеры ты можешь как человек можешь давать разные указания. Условно, например, как владелец школы, ты можешь сказать, если видишь нарушение или драка, буллинг, вейп, то сообщи мне, да. И ты можешь в режиме реального времени спросить разные вопросы, да. Или просто открывать холодильник и можешь спросить у нашего искусственного интеллекта, какие продукты тут халяльные, да, или какие продукты веганские. А в каких странах сейчас работает без AI? Запустили пилот в Гонконге, это департамент полиции Гонконга, потом Марина Бэй Сэнс, это в Сингапуре, и в Филиппинах это у нас аэропорты. В то же время в Казахстане есть, и сейчас уже как раз в этом году уже запустили пилот именно тут, в Штатах. Круто. А команда большая? У нас именно над Business AI работает где-то 25 человек, из них 12 это прямо исследователи в сфере искусственного интеллекта. Чингис – кофаундер и SEO стартапа Кодив, который решает проблему автоматизации обслуживания клиентов в сфере электронной коммерции. Очень хороший трекшн, очень хороший продукт, и мы Чингиза попросили, так как он в США. Чингис – это он из нашего региона, стартап американский. Чингис согласился показать нам офис своего стартапа. Он, кстати, оригинал из Кыргызстана. Да, он сейчас сделает небольшой нам рум-тур по его офису. Да, Чингис, расскажи, пожалуйста. Ты знаешь, как классических сериалов, по-моему, Кремниевая долина, Да. Похоже на тот же такой офис. Здесь у нас, получается, такое двухэтажное здание. Ага. Первый этаж лофт, как офис. Здесь у нас инженеры, ребята, как вы видите. Там кофаундер Майк сидит, который больше enterprise sales делает. И второй этаж у нас тут 2 квартиры. У нас как раз как в классических таких сериалах. Да. Инженеры живут здесь. У нас еще 2 кошки здесь есть, но сейчас не видно. И у нас такие фон-бут здесь, доска, где мы разные Круто. идеи обговариваем, обсуждаем. Здесь у нас ланчи, там фон-бут, где у нас мы потом, наверное, заказываем какие-то сваги. Кодив — это мой стартап. Кстати, мы да. как раз-таки помогаем через Generative AI, искусственный интеллект, автоматизировать работу колл-центра. Супер. Занимаемся уже этим 3 года. Классно. И, да, я тебе еще хочу показать. Да, у нас там кладовка, знаешь, кладовку я тебе покажу кладовку. Ага. Здесь кладовка. Кладовка, которая легким взмахом руки превращается из кладовки в фон-бус. Потому что это стартап, это надо реально, знаешь. И мы тут сидим, и у нас иногда клиенты на звонках говорят: ребята, а вы, говорит, что, с кладовки, с кладовой берете? Ага. Я говорю, да. Потом у нас такой есть
для турников мы его здесь вешаем, иногда соревнования устраиваем. Кто может больше потянуться. Короче, это универсальная комната, да? Да, и у нас есть такая типа шутка, что кто больше всего потянется, тот CEO будет. Ну, Вау. как видите, я пока CEO, я пока еще не этот. Еще пока больше всех подтягиваюсь. Супер. Вот. Это часть общего комплекса. И вот если мы сейчас с тобой выйдем налево, то я тебе сейчас покажу, мне кажется, тебе тоже понравится. Окей. Это мини-кухня. Это, знаешь, типа, да, как кухня, типа, тут, там, знаешь, типа, там, Холодильник, холодильник. Мы тут, снеки. Ну, там снеки у нас там, ты как видишь, там, типа, знаешь, все такое низкокалорийное. Вот здесь у нас там, типа, куча подпинов, куча там, знаешь, типа, чтобы люди, типа... Подкрепиться. Подкрепиться, да. Здесь орешки. Ну, вот здесь, как я не буду показывать, но там виски. Виски, вино, короче. Ну, там, это на какой-то случай, да? Да, это знаешь, когда, например, там, ну, иногда там в конце недели, допустим, если там классно что-то произошло. Сделку закрыли. Типа, да, сделку там клиент Супер. пошел. Супер. И мы это знаем. Вот, потом, если так выходишь, ты сразу ходишь на такую улицу, и вот через, если мы так пойдем направо, там бассейн, Вау. там спа, и там еще что, ну, барбекюшная, потом лаунж-рум есть, где можно просто сидеть и там встречи брать. Кайф, кайф. Поэтому мы, ну, за это все дело платим всего лишь $4300. Офигеть. И Ну это же дешево для Bay Area, да? очень дешево, очень дешево. Вообще, если вот, ну, я не знаю, ты тоже здесь побывал, Да. видишь, вот такой у нас, такая зона, смотри. Вау, круто. Здесь. Еще, знаешь, прикол, что все так настолько люди здесь. Так, знаешь, вот, и здесь вот, иногда у нас там, инженер наш иногда, иногда попал на спа. Вау, прикол. Ну, здесь бассейн, и здесь вот у нас такие душевые, там спортзал, там лаунж. И мы тут иногда тоже вот, садимся, встречи некоторые, там, ну так, когда хотим сменить обстановку. Да. Ну, мне кажется, даже... Первый раз, по-моему, такой тур. Да, спасибо. Мне кажется, даже у Гугла таких условий нет, да? Ну, да. Ну, смотри, вот там, видишь, вот это горячее. Ага, джакузи. Да, джакузи, короче. Кайф. Посидеть, иногда тут, ну, прям мясо берем и там, Ага. такой, знаешь, вот как вот в Силк-Роуде делают мясо. Да. Тоже здесь делаем мясо. Сидим, здесь камин погрел. Ага. Здесь вот здесь спортзал. Дальше. Вот, ну вот здесь мы очень часто время проводим. Вот наша такая, знаешь, неофициальная лаунж. Тебе покажу. Супер. Да, здесь можно поиграть. Это, знаешь, такой, знаешь, такой Google на минималках. Вау. Да, такие встречи, все дела. Ну, это, по сути, это, да, комната для отдыха такая, релакс. Это, ну, мы здесь в основном переговоры проводим, потому что, знаешь, у нас, видел, там спейс небольшой в Да, офисе, поэтому мы иногда доску сюда прям приводим, доску берем, и, ну, как бы здесь вот прям доску тащим, и здесь работаем. Круто. Потом, ну, здесь Тренажерка. зал, да. Я так сниму. Смотреть, да. Круто. Ну, такой, знаешь, как джим в гостиницах в отеле бывает. Ага. Ничего такого особенного. Но иногда тоже, знаешь, можно быстренько прийти, пробежаться, там минут 20-30, потом пошел в бассейн, прыгнул, обтерся, такой освежился и заработал. Ну, классно. А ты в этот джим ходишь? Да, хожу. Круто. Ну, у меня свой как бы джим есть, когда я хожу, записан, потому что там больше условий, больше тренажеров. Но бывает, когда времени вообще нет. Да. Ну, надо там 20-30 минут, знаешь, там свой это получить. Я просто прихожу, быстренько все делаю. Так что вот такой вот у нас офис. Блин, круто. Чингис, спасибо большое за такой экскурс. конечно, Это прям такой... Ребят, если честно, это было все экспромтом, потому что я вообще просто приехал на встречу. Да, и мы... Вообще у нас как бы встреча более деловая. Мы пришли там поговорить про стартапы. И вот вы стали свидетелем, потому что я, честно, думал, что Чингис здесь живет, а оказывается, у него здесь и офис. Вот такой классный рум-тур мы сделали. Иногда фаундеры находят искусственному интеллекту неожиданное применение, но тоже с очень классным результатом. Познакомился с Эльдаром. Эльдар, расскажи, пожалуйста, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас научим искусственный интеллект, вернее, посмотрим, как искусственный интеллект шутит. Круто. Мы спросим на английском вопрос, да. Давайте посмотрим. So, why do Kazakhs like eating horses so much?
Перевод. Почему люди любят кушать, особенно казахи, мясо именно конины? Because they want to make sure their meals are as fast as their internet speed. Also, who needs horsepower in cars when you can have it in your diet? And let's be honest, it's the only way to legally say you've eaten a Mustang. Да, ребят, в общем, это первый стендап AI-комик, который на базе искусственного интеллекта дает шутки. Нетворкинг в Кремниевой долине – магия случайных встреч и искусство общения. Здесь люди связываются не столько с визитками, а сколько с идеями. Лучшая возможность встретить будущего инвестора, кофаундера или адвайзера. Это и официальные мероприятия, и уютные разговоры в кофейне, совместный коворкинг или даже пробежка ранним утром в парке. Важной частью акселерационной программы вместе с Silk Road Innovation Hub стало обучение. Учиться нужно у лучших. Secret weapon, который мы только свои показываем, чтобы у него много не было как бы других, чтобы у него брендов не забился, потому что на самом деле есть такое четкое разделение, есть маркетинг, а есть sales. Если у вас B2C, то понятно, это маркетинг, таргет, там, социальные сети и так далее. Понимает как бы вашу специфику, откуда вы идете, и сможет доступно вам все эти вещи объяснить. Вы все уникальные, нестандартные люди, вы, наверное, самые такие и умные, и смарт, и устремленные в будущее, поэтому перед вами выступать мне очень интересно. И всегда наших казахов мало, и центральноазиатских народов мало. Не все важные знакомства происходят в формальной обстановке. Иногда это неформальное общение. Совместно очень мало. Вот Асхат Умаров, Асхат вообще первый из казахстанцев, кто в ОСИ прошел. Более того, он продал свою компанию Каспий банку. И четко подчеркиваем, что это не культурный центр. Там если ты казах, узбек, азербайджанец, там украинец, это just doesn't qualify for it, да? Это должен профессиональный как бы комьюнити, ребята, кто занимается стартапами, венчуркой, технологическим бизнесом. Еще один интересный формат для новых знакомств в долине – Pitch and Running. С ребятами пришли на хайкинг. Да, и хайкинг займет час. Мы будем гулять по центральному парку вот здесь вот в Сан-Франциско. Кстати, да, вот эти все ребята, это фаундеры разных стартапов. И мы будем с ними со всеми знакомиться. Я уже с некоторыми познакомился. Очень интересные ребята. Участники договариваются о встрече через приложение, а затем во время прогулки по горам рассказывают о своих стартапах. Очень увлекательный опыт. Не все встречи и знакомства проходят офлайн. К примеру, моя команда, живущая в разных уголках планеты, работала со мной онлайн. Наш офис с необычной историей. Ресепшн сделан из части Tesla, которую когда-то сам Илон Маск подарил Тиму Дрейперу за поддержку его стартапа на раннем этапе. Вот выглядит главный холл университета Дрейпер. Да, тут идет, получается, коллаборация между Silk Road Innovation Hub и Draper University. Здесь у нас, получается, сидит администрация. Давайте покажу теперь кухню. Да, вот такая общественная кухня. Здесь есть кофе, чай, вода, микроволновка. Здесь есть столы. Hey, brother, how are you doing? I'm just filming live at the dorm. Кстати, здесь, давайте покажу. Есть большой холодильник, в котором хранятся все продукты. Вот так он выглядит. Так, а это у нас задний дворик. Здесь, получается, есть классный бассейн. Вот так выглядит само здание. Здесь есть теннисный стол. Давайте покажу лестницу. На каждом этаже есть свой герой. В Draper University здесь есть Country Wall. Кстати, она появилась недавно. Кстати, Казахстан. И все жители, кто живут в этом дорме, они оставляют свой след. Ну, вот здесь, допустим, сорвиголова. Вот, и вот здесь вот такой вот граффити. Встречи и митапы проходили в самых интересных местах, где выступали разные спикеры, с некоторыми удалось познакомиться лично. И мы сегодня пришли в офис Гугла. Да, сейчас будет очень много всего интересного. Я обязательно покажу, как выглядит их офис. И у нас сегодня будет митап, который вот уже ребята организовали. Сейчас зайдем послушаем. Так, ну что, мы зашли. Теперь мы сейчас будем участвовать в конференции. Вот так выглядит офис Google.
versus GPT versus Llama. Мара выиграл футболку, ребят. Как тебе, Мара? Один из спикеров, вдохновивших меня, владеет 5 иностранными языками и знает 8 языков программирования. Вот так вот все выглядит, ребят. Очень все красиво. Только что закончился Meet, и мы пообщались даже со спикерами. Была очень интересная тема. Сравнивали 3 разных AI, именно Gen AI. И, конечно, невозможно обойти стороной мероприятия в офисе Microsoft. Ребят, всем привет! Мы сегодня находимся в главном офисе Microsoft, и нас пригласили на классный ивент, поэтому следите, обо всем покажу и расскажу. Так, ну что, мы пришли в офис Microsoft. Вот так он выглядит. Честно, никогда не был в офисе Microsoft, первый раз. Но я думаю, будет очень красиво. Да, вот здесь вот будет сейчас у нас meetup, workshop. Сейчас, как я понял, все ждут, регистрируются, кушают. Кстати, да, на метапах угощают пиццей, колой, напитками, водой и всем прочим. Поэтому сейчас мы тоже пойдем угостимся. Кремниевая долина – это место с огромным выбором возможностей для обучения, особенно учитывая соседство со Стэнфордом. Сегодня проходит закрытый буткемп при Стэнфордском университете. Хувер институт проводит примерно вот здесь такая адженда. Но она обширная в течение недели. Если взять сегодняшнюю, то встреча с Кондолизой Райс, она директор как раз этого Хувер института. И также была интересная встреча Мэтис, Ген Мэтис, он 26-й министр обороны США, который руководил войсками, вторжением в Ирак, Афганистан. После этого был министром на протяжении 2 лет в администрации Байдена. После того, как он Байден отказался прислушиваться и вывел войска из Афганистана, он подал в отставку. А тот его уволил намного раньше и заявил, что он увольняет его. Вот такая история. А это ежемесячный, ежегодный проводимый буткемп. Очень рекомендую, кстати, подавать своих детей с колледжа на всякие вот эти программы. Очень доступно. Кто-то даже находит способ учиться в этом престижном вузе абсолютно бесплатно. Приехал месяц назад, я вообще там никого не знал в долине. Ты же первый раз, по сути, здесь? Да. Первый раз, и просто пошел. Он четко знал, куда идет, он четко знал, кто ему нужен, и он решил пойти и учиться в Стэнфорд. Да. И ты за это платишь? Нет. Вообще ноль. Есть какие-то лайфхаки, пожалуйста, поделись с молодежью, потому что, можно, если вкратце, да? Познакомился с Ильей Стрибулаевым, вот, он как раз у нас вот сейчас находится как адвайзер. Я говорю ему, мне капец нравятся ваши уроки, я делал вот ресерч, я даже купил вашу книжку и так далее. Можно, я буду посещать ваши курсы? И он говорит, окей, да, и все, я получил доступ на Стэнфорд, и оттуда там познакомился с другим профессором, и там и договорился, и вот сейчас можно сказать, я учусь в Стэнфорде, просто не буду получать сертификат, да, или диплом. Хотя в LinkedIn все друзья сейчас от Стэнфорда. Идем смотреть, как живут студенты одного из лучших вузов в мире. Стол, кухня. Здесь у нас есть балкон. Есть даже собственный бассейн. Да, я бы сказал, прям очень хорошие условия в Стэнфорде. Я просто сравниваю там, где я живу. Так, это была одна комната. Здесь у нас раковина, здесь санузел. И здесь 2 комнаты, соответственно. Вот так она выглядит. Вау, круто. Так, мы только что поднялись в собственный коворкинг-центр Стэнфорда. Вот так он выглядит. И здесь любой желающий может прийти, отдохнуть, поработать. Так, а здесь мы спустились в собственный фитнес-зал Стэнфорда. Вот все студенты здесь тренируются. Да, и вот такой вот отличный фитнес-центр,
который находится прямо в самом кампусе. Выйдя из фитнес-зала, мы сразу попадаем куда? Как бы вы думали, конечно же, на бассейн. Да, мы как раз часик потренировались, занимались теннисом. Сейчас будем купаться, потому что, на удивление, в Пало-Альто жара сегодня. Ну и покажу, давайте, типичный обед студента Стэнфорда. Он обошелся мне $15. Выглядит это все вот так вот. Вот такая большая порция, стандартно американская. Да, заведение Panda Express. Виталий, приятного аппетита. Likewise. Да, и вот так вот все здесь сидят. Но Пало-Альто — это не только обучение, но и центр венчурных капиталистов, которые активно инвестируют в стартапы на всех стадиях. Но мы постепенно идем к моменту, когда уже у инвесторов открывается вот интерес к региону. И вот самый первый интерес, наверное, было с программой Silicon Valley Residency и Draper Hero Training Program, где компания, которая работает только на казахском рынке, компания Citex, получила $1 миллион инвестиций от Тима Дрейпера, от его фонда напрямую, да. Еще один важный аспект – это менторство. Один из опытных фаундеров дал мне ценные рекомендации. Решайте проблемы своих юзеров, своих клиентов. Ваши юзеры должны влюбиться в ваш продукт. Сделайте такой, найдите такую больную точку и решите их проблемы. Сейчас идеальное время, благодаря сочетанию многих факторов. Мы находимся в технологическом суперцикле, особенно с развитием искусственного интеллекта. Мир меняется, и нам нужно воспользоваться этой возможностью. У нас есть талантливые, образованные люди, многие из которых говорят на английском и хотят создавать стартапы, а не работать в корпорациях или правительстве. У нас молодое население, в отличие от Европы, где средний возраст 45 лет. В Центральной Азии он составляет около 25-6 лет. Кроме того, в нашем регионе уже появились первые единороги, такие как Каспи, который оценивается в $25 миллиардов и является одним из самых ценных необанков мира. Узбекистан недавно получил своего первого единорога, платформу Узум. Эти компании, а также многие другие стартапы из нашего региона участвуют в конференции. Наши основатели готовы создавать действительно крупные и успешные стартапы. Наша конференция «Центральная Евразия» в Кремниевой долине 2024 года будет первой в истории конференции о нашем регионе в Кремниевой долине и фактически в США. Это действительно важно, чтобы рассказать местному сообществу, особенно здесь, в Кремниевой долине, о нашем регионе. Это наша ответственность – просвещать людей и доносить до них информацию о Центральной Евразии. Часто кажется, что люди должны знать о нас по умолчанию, но это не так. Мы должны быть активными и сами формировать нарратив о нашем регионе. Более 100 ведущих основателей стартапов представят наш регион через презентацию своих проектов. Изначально эту конференцию мы могли бы провести на 100-200 человек, на какой-нибудь здесь же в офисе или там какую-нибудь маленькую гостиницу снять. Но мы взяли этот риск, мы потратили кучу денег, арендовали самое иконичное место, да, там Yerba Buena Center for the Arts, где сам Стив Джобс презентовал свои проекты. Но зная этот риск, то, что это первая конференция, самая первая в своем роде технологическая конференция вне наших стран и в сердце Кремниевой долины. И оно должно было быть на уровне, что почти никто не делал здесь. Да, делают круто, там NVIDIA делает свою конференцию, там другие эти проходят. Но, например, если сравнивать сейчас на моменте там, с TechCrunch, с Startup Grind и все такое, я думаю, мы там сделали и по контенту, по составляющему на голову выше, если там не намного лучше, чем эти конференции. Так, ну что, этот день настал. Сегодня мы едем на конференцию Eurasian Forum. Сегодня первый Центрально-Азиатский технический форум проходит здесь, в центре Yerba Buena. Это будет интро. Вот это интро, да. Ну, это Лаура, стартап Я. Это Алибек, тоже стартап, SmartGas. Пару слов. Я сегодня только что уже говорила, я подготовилась. Сегодня легендарный день, когда впервые все
ребята, стартапы из Центральной Азии собрались в сердце Силиконовой долины. Я думаю, что это будет такой знаковый исторический день. Надеюсь, что это положит началу больших классных сделок среди стартапов, в том числе наших, будущего, вот, и ваших ребят. Поэтому надеюсь, это будет классно, надеюсь, что будет интересно. Еще впереди TechCrunch, поэтому набираемся энергии. Круто, круто, дай 5. Так, ну что, это Мурат. Мурат – фаундер и CEO OneFit, того самого знаменитого. А это Нурислам, фаундер. Всем привет. Как у тебя стартап называется? Сейчас переименовываюсь я. My Story. Теперь что будет? Я не знаю, думаю, назвать Skillcraft. Одно из мероприятий проходило в знаковом месте Кремниевой долины, где сам Стив Джобс впервые представил публике iPhone и iPad. Организаторы конференции заявили, что в ближайшие 10-15 лет стоит ожидать появления крупных единорогов из Центральной Евразии. В конференции приняли участие более 1500 человек, включая топ-100 стартапов, предпринимателей, американских венчурных инвесторов, лидеров крупных компаний, а также студентов и профессоров ведущих университетов США. Я представил свой стартап и рассказал о нашей команде. Чтобы полюбить продукт, важно общаться с пользователями напрямую и понимать их проблемы. Наш продукт, созданный на базе искусственного интеллекта, по сути заменяет рекрутеров в процессе найма кандидатов. Наш специальный корреспондент Аксауле Айжан сейчас находится в Сан-Франциско, где несколькими часами ранее закончилась конференция, и она уже готова поделиться с нами всем тем, о чем узнала. Аксауле, добрый вечер. Вы в эфире. Больше 1000 человек, среди которых самые талантливые стартап-основатели из Казахстана. И, конечно, расскажу вам о своем стартапе. Идея стартапа Call to Action пришла у меня с первого бизнеса, который я открыл в Казахстане. Ранее мы занимались e-commerce проектом, и у меня был большой колл-центр, более 30 человек. Вот, и там была постоянно текучка, и мы ломали голову, как можно эту текучку максимально быстро решить, и я не смог на рынке ничего подобного найти, пришлось создать, так скажем, свою идею, именно как сделать так, чтобы хайринг и подбор персонала был максимально быстрый и эффективный. Так родилась идея создания call2action.ai. Наш стартап ежемесячно может сэкономить до $50 000 разным компаниям в Америке именно на подборе персонала. У нас простая модель монетизации, мы получаем оплату за каждое проведенное интервью, соответственно у нас модель подписки, это в среднем от $1000 до $2000 в Америке, и стараемся подписывать контрактный договор на год, чтобы клиент оплачивал именно годовую подписку. Получаем очень много запросов от казахстанских компаний, в основном это могут быть заводы, ритейл-компании, это могут быть хорика, это отели, рестораны. То есть если кто-то выйдет завтра, разбогатеет, экзит сделает, он пойдет, начнет инвестировать в стартапы, которые он знает. Он разместит свои бэк-офисы в Казахстане, в Кыргызстане. Там, представь там бэк-офис такой большой компании, Юникорна находится в Ташкенте или там в Нукусе или там в Алматы, в Астане. Это все там, как бы мы ни говорили, то, что да, они уедут в Америку и все такое, но все равно мы видим все стартапы, которые выходят, единороги. Вот Eleven Labs в этом году стал Центрально-Восточной Европы, вышел, стал единорогом. Весь офис в Европе, в 2-3 странах Европы находится. То есть эффект все равно будет, и эффект он будет намного больше, чем мы ожидаем. Это не только деньги, которые фаундеры заработали, это весь эффект. Мы воспитаем первое поколение талантливых будущих фаундеров. Почему? Потому что вот возьми первых инженеров, которые устроились на работу в PayPal, Facebook, Google. Вот вокруг этого они вышли, потом построили свои кучу других стартапов. PayPal мафия, да? Да, то есть они, там, первые 20-30 человек в PayPal, они все миллиардеры. Вот так это повлияет. То есть это founder mentality, он приведет то, что мы чуть поменяем менталитет, то, что можно оказываться не только на тендерах, на контрактах там, делать деньги, или там не только там хлопок продавать, текстиль продавать, а мы можем, оказывается, что-то ценность создать за счет человеческого ресурса.
То есть мы будем воспитывать следующее поколение талантливых ребят, будем учить математику, точные науки, чтобы они стали там талантливыми кодерами и построили следующее поколение своих стартапов. И вот мы хотим стать центром притяжения всего этого таланта. Следующим важным шагом стало участие в TechCrunch. У моего стартапа 4 адвайзера, каждый из которых нашел время, чтобы поддержать продукт. Один из них, Ильяс, прилетел из Бостона, преодолев 6 часов пути. Это был ценный момент для нашей команды. Это самая большая технологическая конференция, наверное, в мире. Называется TechCrunch. Она проходит каждый год. Да, и сегодня как раз-таки, давайте, ребята, я покажу, что он из себя представляет, потому что я, честно, первый раз, и мы еще выставляем свой стенд здесь. Вот, ну, например, здесь стоит уже очередь в новые автомобили. Как я слышал, эта машина, да, называется Afeela, и она произведена с помощью двух компаний, это Sony и Honda. Да, вот так она выглядит. Ну, кстати, китайцы, по-моему, уже обогнали их, потому что они только-только добавили такие фичи, но по факту, мне кажется, это уже давно есть. Да, ребят, посмотрите, люди играют в компьютерные игры, но технологии, капец, она как будто настоящая. Просто нереально, посмотрите. Я как будто реально по настоящим улицам Америки еду. Технологии не стоят на месте. Мы идем дальше. Давайте посмотрим на следующий стенд. Это Neopus. Они занимаются Cloud for AI Explorers. Да, по сути, они предоставляют архитектуру именно для того, чтобы заниматься AI. How it works? You want to try? Yeah, let's try it. Yeah. So here, throw these on. Yep. You want me to hold that for you? No, that's fine. Alright. So basically what you're seeing here is not a demo. These are real people. This is my real coworkers. This is our virtual HQ. We actually work in here every single day, and we figured the best way for you to experience Capmind is to be in it. As you can see, we're totally browser-based. No VR headset required. We're trying to democratize the office experience but for remote workers. My coworker Michael, as you can see, he's working really hard. We're gonna wave at him and see if he's paying attention. Oh, he's not paying attention. Oh, but you know what? Teo saw us back there, so we're gonna go say hi to him. Так, это что-то связанное с HR, Payroll Benefits Global HR. Oh, wow. Do you mind that I'm filming? What are you doing, guys? Just put a robot. Feel free to take one or two. Oh, that's amazing. Like little wind-up toys. Yeah. Can I grab this one? Yeah. Oh, thank you so much. Мы встретили Маулена. Маулен тоже занимается стартапом. Он, вот его название StartTime. Он фаундер. Поэтому, Маулен, расскажи, как тебе TechCrunch в целом? TechCrunch интересно. Возможно, у меня были слишком высокие ожидания. Но, если честно, не знаю. Как сказать, немножко disappointing, но встретил много классных ребят, в том числе тебя. Спасибо. Я, знаешь, удивлен. Приятно, наш регион, Центральная Азия, стартапы и вообще все довольно конкурентное, оказывается. Ну да, и реально классный стартап. Вот та самая знаменитая зона, где происходят все питчинги. Здесь я тоже буду питчить буквально через несколько часов. Если ты устал или ты работаешь, ты можешь сразу сесть за стол и начать работать в свое удовольствие. Далее, давайте посмотрим, что здесь есть. Разные стартапы, куча всего, много всяких новинок. Да. Больше всего мне нравится вот этот чувак. Hey, what's up? Hey, how are you doing? Yeah, good, good. Do you mind I'm filming? No, it's okay. Where it's gonna be? Yeah, on YouTube channel. Okay, send me after that. Окей, окей. Так, далее мы переходим в другие стенды. Ну, например, здесь что-то делают, связанное с костюмами. Вау. Блин, мне кажется, вот это реально будущее фэшн-ритейла, потому что тебе уже ничего не надо. Он просто онлайн тебе замеряет одежду.
Кто бы мог подумать, что на TechCrunch будет вот такой большой стенд от IT-парка Узбекистана и Астана Хаба. Да, вот здесь ребята сидят, проводят разные встречи, рассказывают про в целом Казахстан. Ну и спокойно можно сесть на лаунж и отдохнуть. Да, честно, это очень тяжело 3 дня подряд быть на конференции, поэтому я рад, что наши ребята с СНГ, с Казахстана и с других стран, среднеазиатских, развиваются и делают свой стартап. Поэтому, ребята, каждый из вас, особенно если вы фаундер или хотите развивать свой стартап, welcome, никогда не бойтесь, потому что даже мне сюда попасть, я там не с первого раза попал, да, я там спустя только 10 раз, как я подал свои заявки, на 11 раз меня пригласили. Поэтому пытайтесь и еще раз пытайтесь. Вот этот стартап мне нравится. Hey, yep. Do you mind that I'm filming? That's good? So, what are you doing, guys? Startup. We are essentially a marketplace for anyone who wants to build software. Oh, nice. So we help you find the right talent using smart contracts. Got it. So, is it B2B or B2C? B2B, right? Я попал на наш стенд. Это Central Eurasia Silicon Valley. Это iCommerce. Да, iCommerce, расскажи, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Мы Silk Road Innovation Hub. Мы комьюнити, которое объединяет фаундеров из Центральной Евразии, все наши представители. И помогаем им нетворкиться, советуем, менторим, работаем с IT-хабами из этих стран. На данный момент, например, у нас проходит акселерационная программа Silicon Valley Residency. И стартапы из этих стран приехали, чтобы посмотреть этот рынок в Америке, посмотреть, как они могут сами развивать свой бизнес и найти партнеров. Круто. Да, ребят, если честно, я сам являюсь одним из участников. Я обязательно всем рекомендую, потому что многие думают, что это нереально. Поэтому, ребята, это все реально. Я вот сам свидетель. И всегда, я думаю, нельзя бросать и всегда пытайтесь. Каждый раз, каждая попытка может быть успешной. Да, и у каждого свои цели и задачи. И мне кажется, вы всегда найдете что-то интересное. Даже если это будет для вас опыт, и вы вернете в свою страну, по крайней мере, вы поймете вообще, как все внутри происходит, и как внутри вообще, как процесс налажен. Супер, спасибо большое. Это я, тоже стартап из Казахстана. Лаура, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь? Я это единый детский абонемент. Мы соединяем родителей детскими центрами по одному сабскрипшену. Не нужно покупать большие абонементы в разные центры. Развивайте детей в одном месте. У нас есть центр от 0 до 16 лет, спортивный, развивающий, развлекательный, творческий в городе Алматы, Астана. И мы запускаемся в Ташкенте. Сейчас анализируем рынок Америки. Верим в потенциал и в большую миссию развивать детей. Круто. Да, ребята, если честно, у меня у самого 2 детей. И я пока не пользуюсь, но скоро, скорее всего, наверное, больше, потому что дети еще маленькие. Но всем рекомендую, потому что стартап реально классный, во-первых. Во-вторых, они так быстро скидываются, мы уже вышли на узбекистанский рынок. Это очень круто, поэтому поздравляю. Мы продемонстрировали демо нашего продукта, нашли более 100 потенциальных клиентов и 30 инвесторов, с которыми продолжаем работать. Outdoor. And because we have been so much invested in our data, because we have a snack. Next comes Yer Sultan with his call to action from Kazakhstan. We flew 7,000 plus miles to see this conference. Yeah. Hello everyone. My name is Yer Sultan. I'm from Kazakhstan. Yeah. Who had problems with hiring before? Raise your hands, please. Woo. Yeah. Too much. Это был знаковый момент. Я выступил спичем перед одними из самых ярких умов мира технологий. Такие моменты напоминают, почему я начал Call to Action, чтобы переосмыслить, как компании находят и нанимают таланты с помощью искусственного интеллекта. Это только начало, и я с нетерпением жду будущего. Талантливые ребята из нашего региона не только создают свои стартапы. Например, IT-мир. Он работает в Tesla. Компания, которая не ждет, пока мир будет готов к переменам, а она меняет его сейчас. Но кто не мечтает работать в Tesla? Вкратце дать контекст. То есть, что такое Tesla? Да,
AI-компания, высокотехнологическая компания, которая функционирует и как большая корпорация, и в то же время как стартап. Да? То есть, если мы говорим про Autopilot или там, тот же Robotics, да, департаменты, это такие, как правило, небольшие инженерные команды, там небольшой operations и даже, допустим, маркетинг, там вообще мы никак не соприкасаемся, минимум бюрократии и такой как бы стартаповый дух. То есть это, как правило, люди, которые очень много работают. В случае с Tesla, да, там, если ты зайдешь в физический офис, там нет никаких крутых там перков, типа там бесплатной еды или там, не знаю, какого-то там каких-то там спа или каких-то там терапевтов, там ничего такого нет. То есть просто очень достаточно строго, минималистично, при этом достаточно эстетично, да. Но это такая культура, все упирается в компанию, да, в культуру. И здесь такая культура, что ты просто много работаешь, как правило, у тебя нет такого там традиционного work-life balance, ты максимально выдаешься. И, наверное, люди почему не выгорают, потому что они понимают, что это такая вот миссия, да, то, что вот мы Tesla, мы в компании там Маска и работаем, скажем так, над великими вещами. По крайней мере, люди пытаются так думать, да, чтобы в моменте себя не то что подбадривать, но всегда это вспоминать. Видел ли ты вживую Илона Маска? Если да, то каково это чувство? Конечно, видели, и не только там наш департамент, а очень многие, даже ребята, вот, кто работает там на заводе, да, во Фримонте, я уверен, очень многие в Остинском HQ постоянно его видят. Какое-то ощущение приносит. Вначале, конечно, был в шоке, потому что, ну как так, нифига себе, живая легенда. А потом, как бы, вот жизнь такая штука интересная, то, что все не то, что приедается, но все может стать рутинным. Здесь это просто становится таким стандартом, может быть, извне это считается, во, как круто, а с другой стороны, ну что круто, да, CEO как CEO, там это вот ты смотришь на него на подкастах, он там такой интересный персонаж, да, такой, там, уникальные какие-то мысли озвучивает, там, шутит. А в рабочей атмосфере все это, конечно, по-другому, да, потому что, ну, Tesla не просто так, да, выпускает свои продукты, не просто так там туда тяжело попасть, то есть это достаточно такая серьезная обстановка. Какие качества нужны, чтобы работать в технологической компании в Bay Area? Если мы говорим про выходцев из Центральной Азии, да, или там СНГ в целом, или какой-либо восточной культуры, надо понимать, что долина — это вообще-то часть США, и очень многие из нас забывают вот этот очень очевидный факт, да, и здесь культура во многом, она же американская. То есть здесь, во-первых, нужно уметь себя продавать, это вообще первое, что может быть. Важно уметь коммуницировать, уметь продавать, уметь вообще знать, как работает позиционирование, во-первых, на рынке труда, какой value, каким образом этот value генерировать для этих компаний, и как вообще работать внутри. То есть одно дело попасть, окей, вас могут наменторить, вы попадете в буткемп и так далее, а как вообще эти команды работают? Нельзя работать в silos, да, допустим, нельзя работать там в каких-то закрытых командах, никому вообще ничего не говорить о прогрессе, нужно уметь просто людей апдейтить. Вот у меня друг, он стартапер, недавно мы с ним сидели за завтраком, и он обсуждал, вот он из Казахстана нанимает инженеров, самое тяжелое то, что они не умеют работать по-американски, в частности по-бигтековски. Что он имел в виду? Вот он наймет человека, и вот, условно говоря, инженер бэкэнд, он не знает, условно говоря, как решить ту или иную задачу. И его коммуникация — это то, что блокирует весь прогресс для всей компании. Почему? Потому что он просто не говорит, что он застрял, у него нет transparency, он не анонсирует, он не дает понять команде, что здесь блокер. Он не передает команде никакую информацию, какой статус сегодня, какой статус был 3 часа назад, решили ли мы проблему сегодня. Если нет, то какие альтернативные пути решения проблемы, какие есть таймлайн, какие есть ETA, да? То есть когда мы решим потенциальную проблему. Да? Нет вот этого, я сейчас пытаюсь сформулировать, комбинация критического мышления с каким-то лидерским, да, подходом и с каким-то подходом в целом коммуникативным. То есть если мы в компании blocked by something, да, то есть у нас есть какая-то там проблема, которую мы не можем решить, мы должны, во-первых, друг другу об этом сказать, transparency, да, visibility, мы должны анонсировать, hey, вот здесь я проседаю. И это неплохо. Вот в Казахстане, может быть, или там в других странах, это плохо, когда ты говоришь о каком-то минусе или какой-то сложности, которую ты сейчас испытываешь. Здесь ты должен кричать. И когда ты кричишь, все понимают, все тебе идут на помощь, все предлагают идеи. Вот умение обмениваться идеями, умение коммуницировать, строить эту коммуникацию, это очень важно. Ну и, конечно же, огромное количество других хард-скиллов, которые тоже нужно понимать, да, что их нужно иметь. Мое нахождение, да, и тот опыт, который я зарабатываю в Тесле, это, скажем так, некая разработка какого-то стержня,
и некоторая, скажем так, improvement себя, прокачка себя, чтобы далее выполнять ту самую индивидуальную миссию. Что я подразумеваю под самой индивидуальной миссией? Это может быть в том числе и остаться в компании, и работать очень долго на нее. И идти в абсолютный верх, да, и решать проблемы на более там executive level. Почему нет? А также, возможно, это может быть, опять-таки, да, я живой человек, у меня там всегда много вариантов в голове, они там буквально крутятся каждый день. Иногда думаешь, да, было бы классно здесь поработать, далее уйти в свой стартап и работать над своим продуктом. Потому что там тоже очень много перков, очень много плюсов. То есть, как бы, всегда хотелось бы, да, поработать над чем-то своим. И, наконец-то, один из не менее важных вопросов, обросший кучей мифов. Сколько же стоит жизнь в Кремниевой долине? Самое главное, надо честно ответить на вопрос, почему ты летишь сюда. И, например, в моем случае это чисто вопрос про знания, про бизнес, рост. И мне комфорт в данный момент не совсем важно было. Я просто договорился с моими друзьями, они как раз тоже поступили в Draper. И они еще за меня договорились, чтобы я здесь тоже там бесплатно жил. Да. Асур, а вообще есть какие-то минусы, которые вот за последние годы жизни ты заметил здесь? Ну, наверное, минусы кому как. Например, если ты молодой парень или девушка из Казахстана, Узбекистана, который любит тусить, здесь нечего делать. После 9 все закроется. Тебе очень быстро станет скучно. Наверное, это и есть самый хороший момент, то что делать известный инвестор, партнер Social Capital Чамаз Палыхабадия говорил, то, что бы он делал, чтобы максимизировать результаты, да, своего труда в свои 20 лет. Он говорит, он переехал именно в Бэй-Эре. Именно в Бэй-Эре, не в Сан-Франциско, а именно вот где мы сейчас находимся, в Пало-Альто, Маунтин-Вью, Редвуд-Сити. Потому что, в принципе, здесь нечего делать, кроме как работать, сделать стартап. Для кого-то это минус, для кого-то это плюс. Аренда дорогая. Ну, сказал по сравнению, например, аренда дорогая как? В Нью-Йорке такие же цены. Ну да. Сейчас вчера видел видео в Берлине, в Европе. Наверное, там уже тоже очень близко к цифрам, которые есть здесь. Налоги большие, зарплаты, если ты зарплатный сотрудник, чем больше у тебя зарплата, чем больше налогов удерживается. Но в принципе здесь вот этот generational богатство, оно не делается с помощью зарплаты. Оно делается, когда ты это capital gains, то есть ты платишь налог с прироста капитала. То есть купил там, например, сегодня ты заплатил за эти акции $50, потом эти твои акции стали там, скажем, 5 миллиардов. Вот за эту разницу ты заплатишь там в районе от 10-20%, в зависимости, как ты сдаешь отчетность. Вот так они поощряют, чтобы люди вкладывали свои деньги, свои усилия, свое время в создание чего-то большого, нежели чем там получить зарплату с этого, потому что налоговая ставка от прироста капитала она намного ниже, чем налоговая ставка, когда ты физическое лицо платишь зарплаты. Круто, круто. Асур, а вот именно в Пало-Альто, в Кремниевой долине, ты сколько уже живешь? Чуть больше 3 лет. И как тебе жизнь? Круто. Погода, как и обещали, хорошая. Сейчас мы зимой, но все равно приходится чуть-чуть не кондиционер, там вентилятор хотя бы включить, чтобы машину душно не стало. Ну да, ребят, сегодня 6 декабря у нас. Погода хорошая, очень много мест, куда можно пойти, погулять, сделать хайкинг. Куча вещей, которые можно бесплатно делать, которые повышают твое качество жизни. Супер. Я считаю, что, например, прогулка 2 часа в природе, мы иногда гуляем по 5-6 часов с дочкой. Здесь One Bedroom сейчас, по-моему, я на сайт заходил, уже 3400. 3400. Новые, да. Но это все без коммунальных, без всего. Но как бы это долина, да, это надо понимать, что как бы здесь это стандарт. Где-нибудь в центре там Чикаго или в том же даже Сиэтле это все будет дешевле. Я уже не говорю про более южные штаты. Где-нибудь в Далласе просто вот этот ценник дели на 2 и стоит квартира. Минимум причем.
В Саннивейле, ЖК как, ну типа это, да, апартмент комплекс. Здесь еще классно, это 2 классных бассейна. Соответственно, все для резидентов, шезлонги. Там есть даже телевизор, там можно, там, условно говоря, будет там бой какой-нибудь или что-то. Вот. Вон он. Можно будет там собраться, сделать барбекю. Ого. Так, а это фитнес. Это наш джим. Ну, все достаточно. Все, что нужно, оно как бы. Кайф. Да, это я. Слушай, все, что для жизни надо, имеется. И это все входит в эту цену. Это все входит в эту цену, да. То есть, ну, вот этот бассейн, да, вот эти все amenities. Как бы, пожалуйста. Да, ребят, смотрите, двухкомнатная, 4400 минимум. Это 4900 вот, двухкомнатная. да, это вот в таком ЖК, где живет Айтимир. 5190. Но я столько не плачу. У меня столько нет денег, и я в этой комнате. Да. Да, так что это, наверное, Это больше... для родственников. И здесь еще будет очень много. Там вот дальше идешь круглое здание. Но это еще какая-то другая компания. Это Trimble. К своему стыду не знаю, что за компания. Да, вот так вот. Быть хорошо ли соседями с Apple? Да. Жить в Кремниевой долине значит быть среди людей, которые создают будущее. Этот дух невозможно скопировать или увести с собой. Здесь все пропитано инновациями, смелостью и верой в невозможное.